привет, уважаемые зрители, а также игроки, которые планируют в сезон мастерства заработать. У меня для вас грустные новости. Связано не с тем, что работать нужно будет больше, халявных способов фарма голды будет все меньше, и следовательно при большом спросе на голд стоимость его будет дороже. Я тут уже глянул гайдик от одного уважаемого гуру РМТ, понял, что он вообще не актуален. Автору рекомендую, прежде чем выпускать подобный материал, ознакомиться с изменениями, которые анонсирует Blizzard. Ну или хотя бы временами заглядывать на бетку. Прежде я хочу вам сказать, что если вы испытываете постоянную нехватку золота, исправить ситуацию поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные и проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду Vanilla10. Ссылка в описании. Итак, давайте пробежимся вкратце по самым популярным способам фарма и выясним, почему они на сезоне мастерства работать не будут. Начнем с забытого города, пожалуй, чемпиона по фарму всего на свете. Наиболее популярен в Дермауле был Трибут Ран, из которого можно было вынести шмот, расходку и продать бафы. На Пламигоре это был весьма прибыльный бизнес, а сам пользовался услугами продавцов бафов. Собственно, 10 голды баф, плюс еще десятка за персональный суммон, в принципе, недорого. Сэкономленное время. А сколько таких желающих было? В рейдовое время продавцы бафов так нехило подымали. Хватало на хлеб с икрой. Иначе, что заставляло их стоять в ДМе сутками, оплачивая несколько аккаунтов? Свой и еще кликеров. Поскольку ДМ-бафы больше для рейдов не актуальны, то и покупать никто их не будет. Но, скажете вы, там же есть еще сундук со шмотками. Хан делает забег в трибут, минут за 15. И, соответственно, чисто на продаже мусора вендора может заработать. Да, все так. Именно этот способ и стал причиной, почему ДМ-сервер так полюбили ботоводы. И почему Blizzard этот способ решили понерфить. Шмот из сундука перестал стоить адекватных денег, а распылить его стало невозможно. К сожалению, я не могу найти подтверждающих фактов, источник, который сообщил подробности, не оставил никаких видеозаписей. Собственно, если я не прав, то я сделаю потом поправки. Варгул, скажете вы, шмот продать вендору нельзя, но ведь игрокам-то можно. Колечко на хит, став для кастеров, который я как-то покупал аж за 60 голды, между прочим. А если фартанет, так можно сорвать куш, продав эпический топор сундука. И тут промах. Только недавно Blizzard выкатили пост с подробностями по изменениям сезона мастерства, в котором сообщили, что игроки, не участвующие в сражении с боссом, на лут претендовать не смогут. А следовательно, продажа шмота сундука становится невозможным. Как говорится, шах и мат, уважаемые ханты. Последняя надежда на то, что я был все-таки неправ по поводу обесцененного мусора с сундука, это будет легко проверить, и что-то мне подсказывает, что эта лазейка также прикрыта. Почесав репу, кто-то скажет: да ладно, я так-то не делал трибуты, я же не хант, я фармил другим способом. Каким? Поднял кучу голды в восточном ДМе. Эссенция воды из гидротвари, цветочки, богатые ториевые жилы в конце. Хороший способ, не спорю. Сам видел, как чувачки бегают за торием в восток. Актуально это было когда? Правильно, в эпоху дефицита аркан-кристаллов, когда руды на сервере не хватало. Все топовые места фарма были заполнены фармерами, и наткнуться в открытом мире на богатую ториевую жилку считалось за счастье. Естественно, гарантированные 3 жилы в финале восточной ДМ выглядят куда лучше рандомного поиска в open world. Но все это выглядело привлекательно именно в условиях дефицита руды. Тогда как Blizzard объявили, что дефицита не будет. Локации будут ломиться от ресурсов. И это касается не только руды, но и цветов и эссенций. Не могу сказать точно, но по временным затратам навряд ли будет эффективно пробираться до 3 жил в ДМ Востоке, когда можно будет сделать просто пару кругов по какому-нибудь Винтерспрингу и накопать в 3 раза больше. То же самое и с эссенциями воды. Гидротварь, элементали воды в Фелвуде – это были самые топовые споты по фарму воды в Азероте. Еще были споты в восточных плагах, там шанс дропа был небольшой, и места так особо не пользовались популярностью. Зато в Фелвуде присутствовала целая мафия, в прямом смысле. Не помню, рассказывал вам или нет, как ты делал квест на этих элементалях, где нужно было выбить 3 ядовитых хреновины. И мне отписывает чувак, говорит, что, мол, спот занят, и если я не хочу огорчения, то желательно мне отсюда свалить. Представляете, негодяи какие. Отсюда и цена на воду была от 15 голды. Как будет понерфлен этот способ?
Blizzard объявляет, что значительно повышает шанс дропа на все подобные ресурсы и расширяет места их фарма. Насколько повышается шанс дропа, не уточняется, но слово «значительно» звучит воодушевляюще. Такая же история с расширением мест дропа. Это могут быть абсолютно все элементали воды Азерота. Даже те варатии, из которых она не падала. Это могут быть какие-то прибрежные мурлоки. Это может быть рыбалка, в конце концов. Кстати, забыл еще упомянуть про одно топовое место фарма воды. Это рыбалка в Ашаре. Добавят ли Близы подобных мест? Да легко, не вижу в этом особых проблем. Все их усилия направлены на то, чтобы голд-фармеры страдали ровно столько же, сколько и обычные работяги. А следовательно искали новые места фарма золота. Охота на черные лотосы. Помните, на заре классики мафия по сбору лотосов на Русь-серверах с последующей их отправкой на Европу. Я, когда завожу подобную тему, сразу вспоминаю того чувака на скрине, который создал целую сеть наблюдающих персонажей на местах спавна черных лотосов. До нерфа можно было создавать персов первого уровня, изучать гербализм и просто духом стоять на споте, ожидая спавна цветка. После Близы этот способ урезали. Мертвый перс видеть споты с гербой не мог, а места респа черного лотоса расширили и сделали его появление чаще. Ну да, это не так сильно обрушило цены, фармерам по-прежнему было выгодно заниматься непосредственно лотосами, но простым игрокам стало проще. Тем не менее, на сезоне мастерства Близы пошли дальше и добавили шанс дропа лотоса просто с высокоуровневой травы. Чумоцвет, Dreamfall и прочее. Да, вы правильно поняли, как в Burning Crusade. Не скажу, что лотосы станут сильно дешевле, спрос на химию, возможно, будет высоким, но произойдет это в самых последних фазах, и то при достаточном количестве гильдий, собирающихся фармить high-end контент. Что еще из популярных способов голд-фарма WoW Classic можно смело отправлять в помойку? Мне кажется лишним говорить о том, что буст лоу-левельных персонажей магами также стал неактуален. Об этом не рассказывал, наверное, лишь ленивый, мало ли, повторю. АФК прокачка, чуть ли не самый прибыльный способ голд-фарма, урезана в хлам. Мало того, что лоу-левельные персонажи стали получать меньше опыта в группах с высокоуровневым персонажем, так и такие популярные места, как Марадон, Стратхольм и впоследствии, возможно, Зульгуруп в сезоне мастерства станут невозможными для фарма магами. По причине защиты, которую поставили там Blizzard. Спустя 30 секунд некоторые мобы теряют восприимчивость к контролю и, собственно, мага могут убить. Это, конечно, неприятная тема для магов, возможно, они найдут места там, где не нужно замедлять мобов, есть какие-то сейф-споты, где можно сохраниться. Но такая история продлится недолго, ровно до того момента, пока Blizzard о таких местах не узнает. Такие дела. В качестве бонуса еще дополнил, что фарм трэшака в Зульфараке тоже бесполезен, поскольку у мобов удален лут. Подытожив, могу сказать, что способы добычи голды, так или иначе связанные с фармом чего-либо, станут максимально невыгодными, а стало быть, голд-фармерам придется придумать что-то новое. Те, кто умеет, будут спекулировать на аукционе, зарабатывать на голд-битрейдах, фармить какие-то редкие рецепты, возможно, что-то придумают. Но однозначно, что старые способы фарма уже не годятся, а новые будут активно отслеживаться Blizzard и оперативно нерфиться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, поддержали его лайком и комментарием. До встречи!